Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такую вот интересную и достаточно простую в исполнении модель взрослой шапки. А сейчас в мастер-классе я данную шапку буду вязать из пряжи Alize Lana Gold Fine. Фотографию этой пряжи с этикеткой я вам сейчас вставлю, и вязать я буду в 2 нити. Также сейчас на экране подпишу, какой это получается метраж, если, к примеру, вы будете вязать из какой-то другой пряжи. Шапочка у нас будет идти с отворотом, и в зависимости от того, какой высоты вы эту шапку свяжете, макушку эту можно связать так, чтобы она была торчащая, то есть шла как шапочка бини, или так, чтобы шапочка шла по голове. Сейчас я вам вставлю фотографию, как шапка смотрится на манекене. Сразу скажу, что у манекена окружность головы идет меньше, нежели вот я вязала шапку, и поэтому эта макушка получается такая чуть более торчащая. Если вот я одеваю на свою голову, вот окружность у меня идет как раз-таки около 58, то макушка получается совсем с небольшим напуском, то есть практически по голове. Поэтому здесь на самом деле этот момент не принципиальный. Самое главное, что вы должны для себя определиться, какой высоты вы хотите получить эту шапку по голове, или так, чтобы макушка была торчащая. Соответственно, высоту шапки вот именно до макушки вы провяжете или столько же сантиметров, сколько я провязываю в мастер-классе, или вы, если захотите, чтобы шапка была с более, скажем так, высокой макушкой, то просто это ровное полотно до убавлений петель макушки вы провяжете больше, нежели я провязываю в мастер-классе. В процессе вязания каждый провязанный участок я вам измеряю в сантиметрах и считаю, сколько это у меня идет в провязанных рядах. Поэтому здесь вы уже в мастер-классе этот момент сможете отрегулировать именно исходя из ваших предпочтений. Шапку, получается, вот я уже связала и постирала. И теперь давайте измерим высоту шапки вот именно сразу после стирки. Так как в конце, когда мы шапку с вами свяжем, мы также измеряем ее высоту. И я говорю, что в начале видео я измерю вам высоту вот именно после стирки. Смотрите, сейчас получается высота равна 24 сантиметрам. После того, как я ее связала, высота была равна 23,5 сантиметра. То есть получается, после стирки высота шапки увеличилась всего лишь на полсантиметра. Поэтому этот момент в процессе вязания вы также можете учитывать, если вы будете вязать из аналогичной пряжи. И теперь самое главное, что мы вначале с вами должны рассчитать это количество петель, которые мы должны набрать так, чтобы получить шапку именно на нужную вам окружность головы. Для того, чтобы связать эту шапку на какую-то определенную окружность головы, или, к примеру, вы будете вязать из другой пряжи, то я рекомендую связать образец. В принципе, с учетом того, что этот узор у нас идет такой достаточно эластичный, то можно связать образец просто даже обычной лицевой гладью, измерить ширину образца и посчитать, сколько у вас получается петель в 1 сантиметре. Далее количество петель в 1 сантиметре мы умножаем на окружность головы. При измерении образца немножечко мы наш образец тянем. Образец мы тянем так, как вы хотите, чтобы шапка плотно или наоборот более свободно сидела на голове. Дальше смотрите, что мы должны учитывать при наборе петель для данной модели шапки. Раппорт узора у нас равен 3 петлям, но так как мы здесь макушку будем закрывать 4 клиньями, вот они у нас идут, этих 4 клина, то мы должны набрать количество петель кратное 12. Это в том случае, если вот мы делаем так, чтобы расстояние от одного клина до второго клина в петлях вот было одинаковое. То есть между клиньями было одинаковое количество петель. Но я прекрасно понимаю, что 12 петель это много. И, к примеру, что мы должны сделать, если вам вот в шапке нужно
сократить не 12 петель, а меньше, или, соответственно, прибавить петель также не 12, а меньше, так как если мы 12 петель убавим или наоборот прибавим, ну, шапка явно увеличится или сократится не на 1 размер, то в этом случае мы можем набрать количество петель кратное 6. Что это нам дает? Значит, если, как я сказала, мы набираем количество петель кратное 12, то в процессе деления вот именно полотна шапки на 4 клина у нас получается 4 клина, состоящие из одинакового количества петель. Если мы набираем количество петель кратное 6, то 2 клина, к примеру, вот этот и вот этот у нас будут идти из одинакового одного количества петель. Ну вот, к примеру, 21 петля здесь и 21 петля здесь. И вот эти клинья между собой будут также состоять из одинакового количества петель, но отличающиеся от этого количества. То есть, допустим, там 22 и 22 петли. Я думаю, принцип понятен. То есть набираем количество петель кратное или 6, или 12. Но в процессе вязания я все попетельно вам рассказываю и показываю, поэтому я думаю, у вас не должно возникнуть вопросов с вязанием данной модели шапки. Поэтому, друзья, надеюсь, данная модель шапочки вам нравится. Я думаю, вы сейчас с удовольствием свяжете ее вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Для вязания шапки на спицы я сейчас наберу 84 петли для вязания основного узора и плюс 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. То есть итого на спице я сейчас наберу 85 петель. На спице я набрала 85 петель. Теперь мы будем соединять вязание в круг. Вот эта вот красивая наборная косичка должна сейчас смотреть вверх. Узелковый наборный край у нас должен смотреть вниз. То есть получается, в правой руке у меня расположена спица, на которой идут вот кончики нитей, и в левой руке спица, на которой нет никаких кончиков. Теперь на правую спицу я снимаю 1 петлю с левой спицы, после чего левой спицей подхватываю последнюю набранную петельку. Эту последнюю набранную петлю я протягиваю через только что переснятую петлю и вот спускаю. После чего вот я сейчас кончики нитей затягиваю и петлю возвращаю обратно на левую спицу. После того, как мы соединили вязание в круг, мы приступаем к вязанию первого ряда. Поэтому я сейчас провязываю 2 петли изнаночных и 1 петлю я провязываю лицевой. То есть вот этих 3 петли сейчас и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание я повторяю, провязываю 2 петли изнаночных и 1 петлю лицевую провязываю. 2 изнаночных петли, 1 петлю лицевую. Так мы вяжем этот ряд до конца, провязывая 2 изнаночных петли и 1 петлю лицевую. В конце ряда я провязываю 2 петли изнаночных и 1 петлю лицевую. И это мы провязали с вами первый ряд. Если необходимо, сейчас вот сюда в начало ряда можете повесить маркер или нить контрастного цвета. Ну а я сразу приступаю к вязанию второго ряда. Во втором ряду изнаночные петли мы продолжаем вязать изнаночными, поэтому я сейчас провязываю 2 вот петли изнаночных, а лицевые петли я провязывать во втором четном ряду не буду. Их я буду просто переснимать, не провязывая. Вот за переднюю стенку петли лицевую петельку я просто снимаю рабочую нить, оставляя за работой. И это я, получается, провязала 1 раппорт узора в ширину. Далее вязание я повторяю, провязываю 2 петли изнаночных, а лицевую петлю снимаю, не провязывая, рабочая нить остается за работой. 2 изнаночных, а лицевую петельку просто переснимаю.
2 изнаночных, лицевую петлю переснимаю. Для того, чтобы все петли, чтобы лежали ровно, нам нужно всегда провязывать за правую стенку каждый из этих петель. У изнаночных петель, вот правая стенка расположена у меня сейчас за работой, так как изнаночные петли я провязываю бабушкиным способом. Поэтому за заднюю правую стенку изнаночные петли я провязываю изнаночными. А лицевые петли в четных рядах я буду просто снимать, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. 2 изнаночных, лицевую петлю переснимаю. Так мы вяжем до конца второй четный ряд. Итак, я довязала до конца второй четный ряд. Третий ряд — это у нас идет ряд нечетный, и во всех нечетных рядах мы все петли вяжем по рисунку. То есть я сейчас провязываю 2 петли изнаночных, а лицевую петлю я провязываю лицевой. 2 петли изнаночных, 1 петля лицевая. То есть таким образом мы дальше продолжаем вязать всю необходимую высоту нашего отворота. Во всех нечетных рядах, это 1, 3, 5 и так далее ряд, мы все петли вяжем по рисунку. Во всех четных рядах, это 2, 4, 6 и так далее, мы изнаночные петли провязываем изнаночными, а лицевые петли мы не провязываем, их мы просто переснимаем, а рабочую нить оставляем за работой. Итак, вот я провязала верхнюю часть, это будет идти наш отворот. Давайте измерим провязанный участок в начале в сантиметрах, и это у меня получается где-то 8,5 сантиметров является вот высота отворота. И если, давайте посчитаем еще в вытянутых петлях, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и вот идет под спицей 13 лицевая вытянутая петля. И теперь мы будем приступать к вязанию остальной части нашей шапочки. Но для того, чтобы этот узор отворота у нас был на лицевой стороне, сейчас вот смотрите, идет начало нашего ряда. То есть вот я провязала последний, получается, круговой ряд. Теперь я должна наше вязание вот взять и развернуть. Получается, как бы взять вязание вот этой изнаночной стороной к себе. Теперь давайте я возьму нить контрастного цвета, повешу сейчас. Получается, на правую спицу вот идет как бы изнаночная сторона. Рабочая нить, вот видите, у меня сейчас расположена на левой спице, поэтому эту первую петлю, на которой расположена рабочая нить, я сейчас беру и просто снимаю, получается, с левой спицы на правую. И вот эту рабочую нить вот таким вот образом перекручиваю на обратную сторону. То есть здесь у нас такая должна получиться как бы двойная петля. То есть эта петля, мы рабочую нить перекручиваем, образуя двойную петельку. И теперь мы должны поменять направление наших петель. Поэтому сейчас здесь у нас идут 2 лицевых петли и изнаночная петелька. Поэтому 2 этих лицевых петли я сейчас провяжу как 2 петли изнаночных, а изнаночную одну вот эту петлю я сейчас провяжу лицевой. И опять вязание мы повторяем, провязываем 2 петли изнаночных и провязываем 1 петлю лицевую. 2 изнаночных петли, а вот эту изнаночную петлю я провязываю лицевой. 2 изнаночных и 1 петля лицевая, то есть вот изнаночная сторона. Так мы сейчас вяжем этот ряд до конца. Там, где у нас идут 2 лицевых петли, я провязываю 2 изнаночных петельки, а изнаночную петлю я провязываю лицевой. В конце ряда я провязала 1 петлю лицевую, 2 петли изнаночных. Нить контрастного цвета я перебрасываю на правую спицу, и вот идет наша двойная петелька. Сейчас эту двойную петлю я провяжу, как вот этих 2
петли вместе одной лицевой петлей. Хорошенечко здесь все подтягиваем и получается приступаем к вязанию второго четного ряда. Здесь сейчас во втором четном ряду изнаночные петли я провязываю изнаночными, а вот нашу лицевую петлю я за переднюю стенку снимаю, не провязывая, рабочую нить оставляя за работой. 2 петли изнаночных и лицевую петлю снимаю, не провязывая, рабочую нить оставляя за работой. 2 изнаночных и лицевую петлю просто переснимаю. 2 изнаночных и лицевую петлю снимаю. Вяжем так до конца второй четный ряд нашего основного узора. В конце второго ряда я провязываю 2 петли изнаночных. Нить контрастного цвета я сейчас, смотрите, уберу, и одну лицевую петлю после маркера, это как раз таки та двойная петля, где мы провязывали 2 петли вместе лицевой петлей. Я сейчас вот так же просто снимаю, не провязывая, с левой спицы на правую, и вот сюда теперь я вешаю нить контрастного цвета или маркер. Начинаться наше вязание сейчас будет вот с 2 изнаночных петель, поэтому в третьем нечетном ряду я провязываю 2 петли изнаночных, а лицевую петлю я провязываю лицевой. 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. То есть вяжем сейчас узор точно так же, как мы вязали и вот здесь наш отворот. То есть таким образом сейчас от вот этого нашего отворота мы должны вывязать всю глубину, скажем так, нашей шапки до макушки, то есть до убавок. Сейчас самостоятельно я вывяжу эту всю высоту шапки, вывязывая наш основной узор, который равен 2 рядам, после чего я подключусь, и мы с вами вместе закроем петли макушки. Итак, я провязала необходимую высоту шапки до убавок. Здесь от резинки я вывязывала основной узор. Сейчас я измерю в сантиметрах, но вначале скажу в провязанных рядах. Смотрите, я сейчас считала именно вот ряды по вытянутым вот этим петлям. То есть вот сразу от резинки, вот 1, 2, 3 вытянутая петля и так далее. То есть до вот здесь спицы у меня провязано 29 вытянутых длинных петель. Это верхняя часть шапки. Теперь измерим высоту в сантиметрах. Верхняя часть шапки у меня провязана, ну смотрите, где-то примерно 19-19,5 сантиметров. И соответственно общая высота, ну вот раскладываю ровно, примерно 27-27,5 сантиметров общая высота. То есть это резинка плюс основное полотно. Теперь мы будем приступать к убавлению петель. Убавлять петли я буду вот 4 клиньями. Поэтому сейчас мы должны, смотрите, я уже развесила маркеры, сейчас расскажу, как это я делала и как я распределяла петли. Для вязания шапки на спице я набирала 84 петли. Закрывать петли я буду с помощью 4 клиньев. Поэтому 84 петли я делю на 4 клина, и это у меня получается 21. Теперь здесь у нас вот нитью контрастного цвета отмечено начало ряда. Для того, чтобы вот здесь эта наборная ниточка у нас была сзади ровно по центру, для этого я беру 21 петлю и делю напополам, то есть делю на 2. И это у меня получается, если в целых петлях 10 и 11 петель. Теперь от нашего начала ряда я сейчас должна, получается, отсчитать 10 или 11 петель. Сейчас скажу, в чем разница. То есть вот идет нить контрастного цвета, я ее пересняла на правую спицу и отсчитываю, получается 10 или 11 петель. Так как, еще раз, у нас идет 1 клин, 2 клин, и вот это наше начало ряда должно быть ровно по затылку в центре. То есть вот идут
если уже в развешенном виде, мои маркеры 1, 2, 3 и 4 клин. И от начала ряда я отсчитываю петли. У меня начинается мое вязание с 2 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркеры мы сейчас наши должны развесить в середину изнаночных 2 петель. То есть 1 изнаночная, 2 изнаночная петля. И между 2 изнаночными петлями я вешаю маркер. Поэтому здесь в начале я отсчитала 10 петель. Далее, получается, я теперь буду отсчитывать по 21 петельки. То есть, если я это сейчас схематически вам нарисую, здесь уйдет начало нашего ряда, 1 клин, 2 клин, 3 клин и 4 клин. То есть в моем случае получается, здесь будет располагаться 21 петля, здесь 21 петля, здесь 21 петля. Вот это расстояние также равно 21 петли, так как здесь идет начало нашего ряда, 10 петель у меня будет с 10 и 11 петель с другой стороны. Если, к примеру, вы набирали другое количество петель, то вы ваше количество петель делите на 4 клина, и у вас получается ваше какое-то число. Распределяем петли точно таким же образом. Единственное, еще раз, обязательно вот маркер, который у нас будет, скажем так, обозначать центр клина, должен идти между 2 изнаночными петлями. Поэтому, если, к примеру, у вас не получается ровно разделить так, чтобы маркеры развесить вот именно между 2 изнаночными петлями, можете как раз-таки эти маркеры сместить вправо или влево на 1-2 петли, плюс-минус 1 петля вот здесь на наших клиньях большого значения иметь не будет. Но здесь так, чтобы красиво вырисовывались наши клинья, еще раз, между 2 изнаночными петлями мы вешаем маркер. Первый маркер я повесила, дальше отсчитываю 21 петлю. То есть я отсчитала, ну и вот в моем случае как раз-таки 21, вот 21 петля у меня получается между 2 изнаночными петлями. То есть между 21 и 22 петлей я повесила следующий маркер. Если бы, к примеру, у меня получалось так, что 21 петля у меня бы сейчас заканчивалась, вот, к примеру, лицевой петлей, вот 21, то здесь я бы еще отступила 1 петельку, то есть как бы 22, и между 2 изнаночными петлями повесила маркер. Надеюсь, с этим все понятно. И теперь смотрите, первый ряд убавлений мы будем делать в том ряду, где мы по рисунку должны будем сейчас провязывать лицевую петлю. То есть сейчас я последний ряд провязала, сняв просто лицевую петлю, не провязывая рабочую нить, оставляя за работой. И теперь приступаю сразу к вязанию первого ряда убавлений. Сейчас я провязываю вот изнаночные петли вот изнаночными, лицевую петлю провязываю по рисунку лицевой. И так мы сейчас вяжем, не довязывав до вот этого маркера 3 петель. 2 петли изнаночных, 1 петля по рисунку лицевая, 1 петля изнаночная, и вот перед маркером у нас осталось 3 петли. Сейчас изнаночную и лицевую петлю я буду провязывать 2 петли вместе, но так, чтобы лицевая петля у нас легла сверху по лицевой стороне полотна. Поэтому изнаночную петлю вот за заднюю стенку петли я переснимаю на правую спицу, и лицевую петлю я также переснимаю за заднюю правую стенку петли на правую спицу. Далее лицевую и изнаночную петлю, после того, как я их перевернула, я возвращаю обратно. То есть правая стенка и одной, и второй петли должна сейчас располагаться перед работой. И теперь 2 этих петли за переднюю правую стенку я провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот лицевая петля легла поверх лицевой стороны полотна, сверху, аккуратно, нигде ничего не перекручено, после чего я провязываю 1 петлю изнаночную
маркер перебрасываю на правую спицу и вторую петлю провязываю изнаночной. Дальше у меня вот маркер и одна провязанная изнаночная петля. Следующую лицевую и изнаночную петлю я также сейчас буду провязывать вместе с наклоном в левую сторону. То есть здесь ничего я не переворачиваю, так как правая стенка и лицевой, и следующей изнаночной петли у нас сейчас нужно так, чтобы располагалась за работой. И за заднюю правую стенку 2 петли я провязываю вместе лицевой петлей. То есть также лицевая петля легла сверху поверх лицевой стороны полотна. Мы сейчас около первого клина сделали убавление петель. То есть вот перед маркером и после маркера. Опять вяжем все петли по рисунку. То есть 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 2 петли изнаночных и 1 петля лицевая. Опять мы вяжем все петли по рисунку, не довязывав до следующего маркера 3 петель. То есть у нас сейчас вот перед маркером остается 3 петли. Это изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Сейчас также перед маркером 2 петли я переворачиваю, сделав так, чтобы правая стенка и одной, и второй петли располагалась перед работой. После чего изнаночная плюс лицевая петля. Я провязываю этих 2 петли вместе лицевой петлей за переднюю правую стенку. После чего провязываю 1 петлю изнаночную, маркер перебрасываю на правую спицу, и у меня идет изнаночная петля, ее я провязываю изнаночной, и дальше лицевая и изнаночная петля. Лицевую и изнаночную петлю за заднюю правую стенку вот я провязываю вместе лицевой петлей. И далее провязываю опять все петли по рисунку, не довязывав до следующего маркера 3 петель. То есть таким образом сейчас самостоятельно сделайте убавление петель около 3-го и 4-го маркера, так как мы только что с вами провязали. Итак, я довязала до конца первый ряд убавлений, то есть вот до как раз таки нити контрастного цвета. Нить контрастного цвета я перебрасываю на правую спицу, и убавление петель мы сейчас будем делать через 1 ряд, поэтому второй ряд мы сейчас будем провязывать просто все петли по рисунку. Это получается сейчас все изнаночные петли я буду провязывать изнаночными, а все лицевые петли я буду просто переснимать, не провязывая вот за переднюю правую стенку. Петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой. То есть вяжем просто все петли по рисунку, так как мы провязывали и всю высоту нашей шапки. Лицевые петли переснимаю, а все изнаночные петли провязываю изнаночными. То есть около клина у нас сейчас получается изнаночная 1 петля, лицевую петлю я снимаю, изнаночная петля, маркер перебрасываю на правую спицу и дальше продолжаю вязать петли 2-го клина. Так вяжем до конца второй ряд. Итак, я довязала до конца, провязывая все петли по рисунку 2-й ряд. Приступаем к вязанию 3-го ряда. В 3-м ряду мы сейчас также будем делать убавление петель около каждого нашего клина, которые мы отмечали маркерами. То есть опять вяжем петли все по рисунку, то есть изнаночные петли я провязываю изнаночными, лицевые петли сейчас также я провязываю лицевыми, не довязываем опять до маркера 3 петель. Это у нас сейчас получается также изнаночная, лицевая и изнаночная петля. Здесь также переворачиваю изнаночную и лицевую петлю, так, чтобы правая стенка этих петель располагалась перед работой, после чего 2 петли я провязываю вместе за переднюю правую стенку, 2 вместе лицевой петлей, после чего провязываю 1 петлю изнаночную, маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю еще 1 петлю изнаночную и
лицевую и следующую изнаночную петлю я сейчас провяжу 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку. Провязала и далее провязываю снова все петли по рисунку, не довязывав до следующего маркера 3 петель. И около следующего маркера мы также сделаем точно такое же убавление петель, как мы сейчас с вами сделали вместе. Поэтому самостоятельно довяжите до конца 3-й ряд с убавлениями. Итак, я довязала до конца 3-й ряд, делая убавление петель около каждого клина в начале и в конце как раз-таки каждого этого клина. Сейчас следующий 4-й ряд мы должны провязать просто все петли по рисунку. То есть изнаночные петли я провязываю изнаночными, а лицевые петли я снимаю за переднюю правую стенку, рабочую нить оставляя за работой. 2 изнаночных и лицевую петлю снимаю. Так, смотрите дальше, что у нас получается. У нас получается 2 подряд сейчас лицевых петли. Поэтому я сейчас, давайте вот, где у нас будут идти 2 петли подряд лицевых, вот идет петля нашего клина. Это как раз таки не довязывав до маркера 2 петель. Поэтому петлю именно клина я сниму, а петля, которая вот сейчас идет перед, лицевая клином, то есть вот первая лицевая петля, я ее провяжу лицевой. То есть 1 петля лицевая, 1 лицевую петлю снимаю, рабочую нить оставляя за работой, и 1 петля изнаночная, так, чтобы если мы сейчас бы пересняли 2 петли, у нас могла получиться дырка. И чтобы этой дырки не получилось, значит, петлю клина я буду снимать. То есть вот изнаночная, вот петля клина, ее я снимаю, рабочую нить оставляя за работой, а петля лицевая, которая идет сразу после клина, ну или здесь перед клином, я ее сейчас провяжу лицевой. 2 изнаночных и лицевую петлю снимаю. 2 изнаночных, лицевую петлю снимаю. 2 изнаночных петли, лицевую снимаю, 2 изнаночных, и опять по порядку у нас 2 лицевых петли идет. Поэтому перед маркером 1 петля лицевая у меня идет провязанная. Дальше лицевая петля клина, ее я снимаю, рабочую нить оставляя за работой. И маркер вот перебрасываю на правую спицу, провязываю 1 петлю изнаночную. Далее петля клина, ее я снимаю, а лицевая петля, которая после клина сразу идет, ее я провязываю лицевой. Так мы вяжем до конца 4-й ряд. 4-й ряд я провязала. Приступаю к вязанию 5-го ряда. Сейчас последний раз покажу, как мы будем делать убавление, так как сейчас мы будем убавлять по порядку сразу 2 лицевых петли провязывать вместе. Поэтому маркер перебрасываю на правую спицу, после чего провязываю снова все петли по рисунку, то есть 2 петли изнаночных, и сейчас лицевую петлю я провязываю лицевой. 2 петли изнаночных, и вот у нас перед маркером снова идет 3 петельки. То есть каждый раз, когда мы делаем убавление, мы не довязываем до маркера 3 петель. И теперь у нас получается, что мы будем провязывать первую и вторую лицевую петлю вместе. Поэтому здесь также мы должны сделать, чтобы правая стенка и 1 и 2 петли у нас располагалась перед работой. У первой петли правая стенка уже расположена перед работой, поэтому я ее просто пересниму для того, чтобы перевернуть вторую лицевую петельку. То есть вот правой стенкой вперед. То есть вот правая стенка петли расположена перед работой и 1 и 2 петельки. И теперь вот 2 этих петли я также провязываю вместе лицевой петлей. Провязала и далее провязываю 1 петлю изнаночную. Маркер перебрасываю на правую спицу, провязываю 1 петлю изнаночную. И теперь нам нужно сделать так, чтобы вот и у 1 и у 2 лицевой петли правая стенка располагалась за работой. У первой петли правая стенка уже расположена за работой, поэтому первую петлю я просто сниму для того, чтобы перевернуть вторую петельку. Вот правая стенка
лицевой петли расположена за работой и одной петельки, и второй лицевой петли. И теперь 2 этих петли я провяжу вместе лицевой петлей за заднюю правую стенку. И провязываю далее все петли по рисунку. То есть сейчас точно таким же образом, как мы с вами сейчас провязали вот убавление около первого клина, сделайте убавление около второго, третьего и четвертого клина. Следующий получается 6-й ряд, мы будем провязывать все петли по рисунку. То есть таким образом мы дальше продолжаем вывязывать всю макушку нашей шапки, делая убавление петель через один ряд. Точно так же, как вместе мы с вами сейчас это провязали. То есть каждый раз в тех рядах, то есть это получается нечетные ряды, где мы будем делать убавление, мы не довязываем 3 петель. И получается из этих 3 петель первую и вторую петлю перед маркером мы провязываем вместе с наклоном в правую сторону. После маркера, провязав одну изнаночную петлю, то есть получается это первая петля, далее вторую и третью петлю после маркера мы провязываем вместе с наклоном в левую сторону. То есть вот 2 петли всегда мы провязываем вместе лицевой петлей. Все четные ряды мы провязываем все петли по рисунку, то есть изнаночные петли провязываем изнаночными, а лицевые петли мы просто переснимаем. В тот момент, когда мне сейчас будет уже неудобно вязать макушку круговыми укороченными спицами, я перейду на чулочные спицы. Или можете вязать эту макушку способом Magic Loop. То есть здесь уже как вам удобнее. Итак, вот я вывязала все убавления. То есть вот идет начало нашего ряда. И теперь закончила делать убавки я в тот момент, когда я не смогла уже полноценно убавить одну петлю перед клином и одну петлю после клина. То есть сейчас вот в данном случае между нашими клиньями здесь у меня осталось 5 петель. И на данном этапе, то есть получается, я сейчас провязала один ряд, провязывая все петли по рисунку, то есть без убавлений, и петли я распределила на 2 чулочные спицы, и теперь оставшиеся вот эти наши петли я возьму и просто стяну. То есть здесь всего у меня осталось, получается, 4 клина, между клиньями по 5 петель, то есть 20 петель. То есть вот идет моя последняя провязанная петля. Далее я беру 3-ю чулочную спицу, и все петли, идя вот получается против часовой стрелки, я переснимаю на последнюю провязанную петлю. То есть на ту петлю, на которой вот расположена нить от моточка. То есть вот по порядку я сейчас пересниму петли сначала с одной спицы на последнюю провязанную петельку. И далее перейду вот на вторую спицу. И петли со второй спицы я также сейчас пересниму на последнюю провязанную петельку. Итак, вот все петли я пересняла на последнюю провязанную петлю. Последнюю петлю я сейчас беру, вытаскиваю подлиннее. Ниточку мы можем здесь уже от моточка обрезать. После того, как нить от моточка мы обрезали, далее в эту нашу последнюю петлю я продеваю кончик нити, который мы обрезали от моточка, и петельку аккуратно затягиваю. Теперь с помощью крючка эту нить мы выводим в изнаночную сторону. То есть вот крючок в центр с изнаночной стороны на лицевую я вставляю вот крючок, захватываю рабочую нить и нить протягиваю вовнутрь, в изнаночную сторону. Теперь шапочку мы должны будем вывернуть вот на изнаночную сторону, и все вот эти кончики, которые у нас есть, мы должны спрятать по изнаночной стороне самостоятельно, любым удобным для вас способом. После того, как мы с вами спрячем кончики, шапка наша будет полностью готова. Вот здесь, где у нас идет наборный кончик, это будет идти задняя часть, поэтому здесь мы сейчас ровно все складываем. Отворот отворачиваем. Кончики я сейчас пока просто кладу в изнаночную сторону. И вот такая шапочка у нас сейчас с вами получается. То есть вот идут наши клинья. Очень красиво и аккуратно это у нас сейчас все смотрится. Отворот. 2 клина у нас идут по передней части шапки и 2 клина по задней части шапки. Теперь
я сейчас самостоятельно спрячу все кончики. Далее обязательно шапку я постираю. После стирки все петли станут ровными, аккуратными и красивыми. И далее я вам отсниму вот самое начало видео, которое вы уже видели. Там шапка уже будет вот именно в постиранном состоянии, и вы уже сможете сравнить и посмотреть, насколько изменилось полотно. Вот именно сразу после вязания и после стирки. Ну вот, смотрите, давайте измерим сейчас на данном этапе высоту шапки до стирки. То есть я вот ровно все раскладываю. И высота шапки у меня сейчас получается равна, ну вот где-то примерно 23,5 сантиметра высота шапки до стирки. Какая высота получается после стирки, в начале видео этот размер я вам также уже измерила. И вы также эти параметры можете сравнить. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.